Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и главный редактор новостного издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Германия вынуждена покупать российский газ до 2028 года. По словам министра сетевого хозяйства Мюллера, это вынужденная мера в рамках обязующих контрактов на российский СПГ. Владимир, почему его слова расходятся с главой ЕК Каей Каллас, которая убеждала премьера Бельгии, что ни один судья в ЕС не осудит его, если он откроет доступ к замороженным активам России в Евроклир? Владимир, что это за вынужденное? Кто вот вынудил так вот Германию? Вот берите газ, вот берите за деньги. Ну, тут есть существенная разница между тем, что по этому поводу думает Кая Каллас, там, Урсула фон дер Ляйен и так далее, и то, что по этому поводу думают сами страны, или прежде всего те министры, которые отвечают за какие-то конкретные направления экономики стран, а не вот так вот в целом в общем. Дело в том, что и Кая Каллас, и Урсуля фон дер Ляйен глобально, не хочется употреблять резкие слова, но я бы так сформулировал деликатно, все равно, что будет с экономикой стран, входящих в Евросоюз. Они отвечают за политический курс, а не за экономику. И по большому счету им реально, подчеркну, все равно, деликатно выражаюсь я, что будет с экономиками стран, они за это не отвечают. У них есть задача сделать так, чтобы российского газа и российской нефти в Европе не было. Каким экономическим последствиям это приведет для конкретных стран, их не очень волнует, может быть, они не очень понимают, каковы будут эти последствия. Что же касается конкретного министра Мюллера, он, в принципе, ситуацию-то понимает. Это его родная экономика Германии, у него, скорее всего, за нее болит душа, поэтому вот так вот он деликатно намекает, что неплохо было бы как-то что-то в этом плане сделать. Мы, конечно, понимаем, что отказ от российского газа, давайте и так далее. Давайте как-нибудь порешаем, чтобы у нас экономика не загнулась. И он в данном случае прав, потому что с экономикой Евросоюза происходят вещи неприятные. Там есть целый комплекс своих собственных проблем, миграция, там гигантские выплаты государственные там, на мигрантов, на поддержку слоев населения и так далее, и так далее, и так далее. Но энергетика играет в этом тоже не последнюю роль. Как было хорошо и прекрасно, когда мы еще с Евросоюзом взаимодействовали, поставляли туда наши относительно недорогие энергоресурсы, и экономика Евросоюза, будучи эффективной, в том числе за счет дешевой энергии, спокойно себе развивалась. Но вот наступили нынешние времена, когда с Евросоюзом у нас произошел полный развод, и прежде всего по линии энергетики, мы туда практически ничего не поставляем. Вернее, Евросоюз старается, чтобы мы туда ничего не поставляли, вернее, даже так. Евросоюз старается и при этом делает вид, что от российского газа и от российской нефти он отказался, что на самом деле не так. У европейцев есть замечательная формула, вы не понимаете, это другое. Это когда мы делаем то, что мы продолжаем делать то, что делали раньше, но это противоречит нашим изменившимся принципам, поэтому мы вот так вот немножко глазки прикроем, чтобы не видеть каких-то вещей, и будем говорить о том, что мы же этого не видим, значит, этого нет. Значит, принципы не нарушены, все идет как надо. Собственно, о чем идет речь? Дело в том, что российский газ, естественно, все про это знают, что тут скрывать, продолжает попадать в Европу, чем очень бесит евросоюзовское начальство. Но избавиться от него вот так одним махом достаточно проблематично, потому что так или иначе как говорят, по соотношению цена-качество, а в данном случае мы говорим по соотношению цена-логистика, все-таки российское сырье значительно выгоднее, чем американское или катарское. И логистика здесь играет немаловажную роль, потому что американские молекулы свободы едут аж через весь океан, ставки фрахта сейчас достаточно высокие, поэтому тот газ, который Европа раньше получала по газпромовской трубе, и тот газ, который она получает из США с какого-нибудь там Хенри Хаба или с Калкасьо, они по цене совершенно разные. И, в общем, американский в данном случае значительно дороже.
Потому что, например, тот СПГ, который приходит с российских проектов Новатэка, там Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-2 там, и так далее, он дешевле. Ну, а что касается трубопроводного газа, который поступает по турецкому потоку, он еще дешевле. Поэтому за вот эту вот политическую принципиальность и отказ от российского газа приходится платить. Соответственно, Европа как может выкрутиться из ситуации? Первое– это сократить потребление газа, что Европа изо всех сил сейчас и делает. Соответственно, потребление газа сокращается, нужда в нем уменьшается. Да, это косвенно бьет по промышленному производству, но, как говорится, сгорел забор, гори и хата. Ну вот ради принципов придется где-то чем-то пожертвовать. Соответственно, потребление газа в Европе падает. Стало быть, можно закупать меньше и российского газа, ну и, собственно, американского тоже. Значит, что касается поставок, то напрямую газ получают, например, Венгрия и Сербия, которые имеют долгосрочные контракты с Россией, собственно, отстаивают право продолжать получать газ, потому что больше вот другими способами они его получить не могут. Что же касается остальных стран, то тут как раз срабатывает вот этот вот принцип прикрыть ручкой глаза и стараться делать вид, что мы не понимаем, о чем идет речь. Та же самая Бельгия, та же самая Испания, Франция, ну и, как оказалось, Германия, они тоже получают российский газ, просто в процессе поставки он очищается от вот этого грязного российского следа, и он становится нероссийским. Ну, собственно, как это происходит? Происходит это достаточно просто. Какой-то трейдер прикупил газ, потом продал другому трейдеру, там, третьему, там, четвертому, потом какой-то ООО «Мюллер и сыновья», и в результате на территории той же самой Германии оказался газ, например, который пришел из Венгрии или из Румынии, ну или откуда-нибудь еще. В принципе, ничего страшного, да, хорошо, вот нам такой газ подходит, он не российский, мы его берем. Чисто теоретически он может приходить даже из тех стран, которые газ не добывают, но кого это волнует, главное, чтобы не из России. Поэтому вот таким образом в Европе продолжает оказываться российский газ. Да, безусловно, доля его постоянно сокращается. И да, скорее всего, Евросоюз в своем принципиальном желании отказаться от российского газа пойдет до конца, и когда-то на территории Евросоюза российского газа больше не будет. Это правда. Что же касается дальнейшего развития событий, то сейчас, например, российский газ активно поглощает Азия, причем с большим удовольствием, потому что все-таки привлекательная цена, ну и логистика вполне подходящая, потому что существенная часть российского газа в тот же самый Китай идет по газопроводам, и это наиболее эффективный, наиболее дешевый способ поставок газа. Собственно, это ни для кого не секрет. Российского СПГ в Китай идет мало, потому что зачем возить газовозами, да и не хватает их, когда вот можно, собственно, получать по трубе. Хотя с Арктик СПГ-2 вот весь этот летний судоходный сезон газовозы шли один за другим. Соответственно, развитие логистики в сторону Азии продолжается. Азия рынок емкий, экономики там растущие, соответственно, газ они будут продолжать получать, покупать и будут делать это с большим удовольствием. Да, действительно, мы потеряли европейский рынок, который был логистически близок и экономически выгоден, но вот так складывается ситуация. Поэтому российский газ постепенно с европейского рынка уходит. Вот у нас остались столпы, вот так называемые. Это там Сербия, Словакия, которые газ покупают. Они до сих пор добиваются для себя исключений. И пока будет такая возможность, думаю, будут покупать. Почему же Европе еще трудно расстаться с российским газом? Потому что есть некие юридически обязывающие принципы. Все-таки Европа, ну, где-то как-то правовой-то континент, ну, до какой-то степени. Вот, соответственно, если сейчас европейские компании будут разрывать контракты на поставки газа, вот те самые долгосрочные, которые заключались давным-давно, и там были очень привлекательные цены, которые с тех пор, в общем, особо-то и не менялись, то, ну, помимо прямых убытков, потому что разорвать контракт, в котором там сумма была, там, ну, $200 за 1000 кубометров,
и начать покупать на споте хотя бы по 300, все-таки это не очень приятно. Кроме того, поскольку Европа все-таки продолжает себя позиционировать как правовое образование, есть опасения, что российские компании, тот же самый «Газпром», который занимается поставками газа, может для разрыва одностороннего контракта пойти в суд. Причем суд не российский, а в суд европейский. И с высокой степенью вероятности иск выиграть. Ну, а штрафные санкции будут такие, которые, в принципе, вот эти политические принципы, а давайте мы откажемся от российского газа, никак не окупят. Ну и кроме того, чувствительная ситуация заключается в том, что политические декларации произносятся на уровне Еврокомиссии, а судиться-то «Газпром» будет против конкретных компаний, и убытки-то понесут они, и их эта ситуация не очень устраивает. Ну, вот я напомню, та же самая история сейчас происходит на национальном уровне с упомянутыми вами российскими замороженными активами. Европа, вернее, Еврокомиссия изо всех сил ломает об колено Бельгию, где, собственно, находится вот эта вот компания Евроклир, в которой содержатся по большей части вот эти российские замороженные активы. И доломать пока не удается, потому что Бельгия справедливо говорит, ну, хорошо, ладно, мы там, например, можем попробовать разморозить, ну, что-то сделать с этими активами. А кто будет отвечать за юридические и финансовые последствия? Потому что если Россия действительно пойдет в суды, то суды она, скорее всего, выиграет, потому что это, ну, явно воровство. То есть просто взяли и забрали активы. И суд, который в Европе все-таки, ну, в целом-то от еврочиновников независимый, вот Россию признает выигравшей, и мы попадем на такие деньги, которые бюджету Бельгии никогда не снились. И, соответственно, бельгийский премьер справедливо говорит, что как бы политические игрища ваши, а отвечать будет моя страна своим собственным бюджетом. Вот вы давайте придумайте какую-то схему, которая позволит переложить с меня ответственность на вас, тогда и играйтесь. Мне, кстати, очень понравилось интервью главы компании Евроклир, в котором она сказала, что меня вообще последний в известность поставили о каких-то новых схемах, разморозки российских активов и методах их использования я вообще узнала из газет. Меня об этом никто не информировал. Ну, вообще складывается такое ощущение, что европейские политики при всей высоте занимаемых ими постов, ну, определенным инфантилизмом веют от их заявлений и решений. То есть настолько не просчитывать ситуацию, настолько не просчитывать последствия. Ну, уже не раз складывалась такая ситуация, что решения, принятые еврочиновниками, приводили к каким-то крайне неприятным последствиям для Европы. Я, кстати, напомню один факт, буквально недавний, очень мне понравилась эта новость о том, что Еврокомиссия собирается выделить средства странам Балтии, чьи экономики пострадали от антироссийских санкций. Вот как это? Как тебе такое, Илон Маск? Еврокомиссия вводит санкции, Евросоюз вводит санкции против России, из-за этого страдают страны Балтии, которых они теперь должны немножко подкормить, чтобы им не было так грустно. Логика вышла из чата. Ну, собственно говоря, все остальные решения, связанные с энергетикой, и с закупками американского газа и прочее, и прочее, и прочее, вот это все решение примерно такого же порядка, когда политика берет верх над экономикой и, невзирая на последствия, там, голод, там, падение целых отраслей, закрытие предприятий, плевать. Принципы дороже. Владимир, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефть и Капитал. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.